So today what I would like to do is to give you an update on activities happening at the International Council on Archives. Сегодня я бы хотела вам рассказать про все текущие проекты по Международному Совету Архивов. And I hope as part of that, I'll have the opportunity to speak to you and participants here at length and get your views on ICA and where we should go. Я надеюсь, что в рамках данной конференции после моей презентации у меня будет возможность поговорить со всеми участниками данной конференции на тему развития Международного Совета Архивов и вашего мнения на эту тему. So just a quick overview, I'll touch on what is the International Council on Archives, who are our members, ICA initiatives, and future work as well as upcoming events at ICA. В данной презентации представлен краткий обзор Международного Совета Архивов, что из себя представляет Международный Совет Архивов, кто являются членами Международного Совета Архивов, какие были произведены последние проекты у Международного Совета Архивов, программы, стратегии, каковы основные функции Международного Совета Архивов и какие дальше перспективы деятельности и какие запланированные мероприятия в рамках Международного Совета Архивов. So I'd just like to touch on what is the International Council on Archives for those of you that don't know what we do. На данный момент я бы хотела вам рассказать немножко вкратце про Международный совет архивов для тех из вас, кто еще с ним не встречался и не знают, что он из себя представляет. So the ICA is a professional body that represents the interest and views of archivists and archives in international forums, such as WIPO, and also within the United Nations system. Международный совет архивов является профессиональной организацией, представляющей интересы и взгляды архивов и архивистов на международных форумах. Международный совет архивов также предоставляет архивам и архивистам возможность обмениваться лучшими практиками, делиться знаниями и обсуждать текущие и возникающие перед архивной профессией проблемы. Главная миссия Международного совета архивов – это содействовать сохранению и использованию всемирного архивного наследия в целях защиты, укрепления и расширения памяти мира, а также поддержки и расширения международных связей, выражая уважение к культурному многообразию. This is the type of work that we do, and we also provide opportunities for exchanges at conferences and congresses, as well as at international workshops and regional meetings for members to participate, so regional meetings such as this. Мы предоставляем возможность обмениваться опытом для различных представителей нашей специализации управления документацией и архивами, и также участвовать как участникам Международного совета архивов, так и, в принципе, всем заинтересованным лицам. Мы предлагаем возможность участвовать на различных региональных и международных конференциях. So this is our membership breakdown. We have 4 categories. Category A, which is our national archives. Category B, professional associations. Category C is our organizational membership category, and Category D is for individual members as well as our student members. МСА представляет 4 категории членства. Категория A – это категория, в которую входят центральные и национальные архивные учреждения. Категория B – это территориальные, национальные или международные ассоциации. Категория C, которая включает в себя местные, территориальные, национальные и международные учреждения. И также категория D, которая включает в себя отдельных членов, включая студентов и пенсионеров. So as you can see, about 52% of our members, or half of our members, are Category D members. But financially, most of our support at ICA comes from our Category A members, which is 7% of the overall membership. Большая часть членов – это в основном члены категории D, как можно видеть из диаграммы, это 52% из общего количества членов. Но в основном вся финансовая поддержка нашей организации исходит от членов категории A, то есть из центральных и национальных архивных учреждений. So a big piece of work that we've taken on over the last 18 months to 2 years is work around ICA's strategy and its governance structures. And I'll talk about the membership analysis, the strategic review, and the constitutional review.
На данный момент я бы хотела рассказать про всю работу, которую мы совершили в течение последних 18 месяцев, рассказать про анализ членства в данной организации, стратегический обзор нашей работы и также пересмотр Конституции нашей организации. So as part of our strategic review, we're actually carrying out, we're looking at developing a new strategy for ICA, and we're also reviewing ICA's constitution, which was last done in 2012. На данный момент мы пересматриваем стратегию нашей организации, а также мы пересматриваем конституцию нашей организации, которая последний раз была пересмотрена в 2012 году. So we had discussions about constitutional review proposals at our Adelaide conference, which just happened a few weeks ago. На недавней конференции в Аделаине, в Австралии, мы как раз обсуждали вопросы по развитию нашей стратегии и пересмотру Конституции нашей организации. But I think the most important thing about this review is that we want to hear from our members. So the theme of our review is ICA by its members, for its members. Самое важное, мы хотим в рамках пересмотра данной Конституции, мы учитываем мнение всех наших членов и всех людей, которые заинтересованы в развитии нашей организации. Поэтому главный девиз нашей организации – это МСА руками своих участников для своих участников. So we're asking ourselves some pretty important questions, and again, I would welcome feedback from the members here at this meeting, which is what is ICA doing and why are we doing it, and should we continue doing it? Также у нас есть несколько вопросов, которые мы каждый день задаем себе, и мы хотели бы задать их также вам. Возможно, у вас будут какие-то ответы или пожелания на тематику этих вопросов. Первый вопрос – это чем мы занимаемся и почему мы этим занимаемся, и также какова основная цель нашей деятельности. And I think what's really important to me as I'm here today is how do we become more inclusive in the different voices that we have represented at ICA, both in our governance structures and within our membership. Но я думаю, самый важный вопрос, который бы я хотела поднять в рамках данной конференции, это как нашей организации стать более всеобъемлющей и более всепринимающей. Как мы можем затронуть большее количество организаций, которые связаны с архивным делом и управлением документацией. So I would welcome again any views or feedback that members here have on this process. Поэтому я хотела бы подчеркнуть, что любая ответная реакция и информация от вас очень важна для меня и для нашей организации. So in May, we did one of our first focus groups as part of the strategic review and constitutional review, and we worked with our Forum of National Archivists to gather views and to gather information about what they thought ICA should do and where it should go. В мае этого года мы провели первую рабочую группу по пересмотру нашей конституции нашей организации. В рамках данной рабочей группы мы собирали мнения и предложения специалистов в области архивного дела и управления документацией. Также спрашивали их основной вопрос, который нас на данный момент интересует больше всего, это чем мы должны заниматься, чем специалисты данной сферы хотят, чтобы мы занимались. So these are some of the early results of the strategic review. So something that came out quite strongly was that our members at the Forum of National Archivists, and I would say across the membership, feels ICA should be more inclusive, influential, and digital. Соответственно, перед вами на слайде представлены основные результаты данной рабочей группы, которую мы провели в мае. Если обобщать все эти данные результаты в один короткий итог, то можно заявить, что мы обнаружили, что Международный Совет Архивов должен быть более всеобъемлющий, должен включать в себя большее количество членов в области архивного дела и управления документацией, а также должен быть более цифровым и должен учитывать различные новшества, нововведения, разработки в области информационных технологий. So one clear message we also received from the membership is that ICA's processes need to be more user-friendly, accountable, and transparent. Также мы поняли то, что все процессы и системы Международного Совета Архивов должны быть более понятными для пользователей и для участников и членов Международного Совета Архивов, а также сами системы, наши системы, должны быть более удобными для пользователей.
So now I'm just going to move on quickly to some of the programmatic initiatives that are happening at ICA. We have three major programs over the course of 2019-2020, and that is the Africa program, New Professionals program, and the Training program. На данный момент я бы хотела акцентировать ваше внимание на основных программах, которые представляет Международный Совет Архивов в рамках 19-20 годов. На данный момент мы имеем три основных программы. Это программы для африканских стран, программу для новых специалистов и также программа профессиональной переподготовки. So the Africa program was developed in order to support digital preservation initiatives and training in Africa. And we had two training sessions this year in Botswana and in Senegal. Программа для стран Африки была реализована в целях поддержки развития потенциала в области управления документацией в Африке на основе потребностей, определенных африканскими архивистами и документоведами. На этот год запланированы два обучающих семинара на тему курирования процессов, связанных с электронной документацией в Ботсване и также в Сенегале. Also included in the program is the importance of advocating to decision makers about why archives are important and why records management is important for decision making, transparency, and accountability. Также основным фактором данной программы для стран Африки является поднятие такого важного вопроса, как поставить акцент на важности управления документацией для руководителей и для начальников различных как коммерческих, так и государственных организаций. И также данная программа призвана показать, что эффективное управление документацией способствует эффективной отчетности и, в принципе, эффективному управлению всей компанией. And given the number of students we have here today, I hope some of them will apply to the New Professionals program, which is to support the development of new professionals coming out of archival schools to help them network and also participate in ICA activities at the international level. Принимая в учет количество участников данной конференции, я надеюсь, что многие из вас захотят подать заявку на нашу программу по подготовке новых специалистов. Данная программа помогает развить сеть специалистов в области управления документацией и архивов, и также обменяться полученным опытом и получить новые навыки в нашей специализации. So we have our next call for new professionals going out in January, February of next year, and hopefully we'll have some people from the Eurasica, or some new professionals from the Eurasica region applying. Следующая сессия программы новых специалистов будет проходить в январе и феврале этого года, и я очень надеюсь, что многие специалисты и сотрудники общества Евразика примут в ней участие. So another major initiative this year was the launch of our online digital learning platform. Еще одно очень важное и значимое для нас событие в этом году – это запуск нашей онлайн цифровой платформы. So it has our training, it's part of a broader training program that does both face-to-face training and online training. На данный момент программа профессиональной подготовки, которую мы запустили на нашем портале, ее основной целью является профессиональная подготовка и обеспечение как членов МСА, так и простых сотрудников, работающих в области архивов и управления документами, возможностью высококачественного повышения квалификации. Предлагаемые курсы охватывают весь спектр архивных и делопроизводственных компетенций посредством разнообразных методов подачи материалов, таких как онлайн-обучение, очное обучение и обучение самих преподавателей. So yeah, we have two courses, Introduction to Records Management and Understanding and Using the Universal Declaration on Archives. And we have three courses planned for next year. One on managing digital archives, the second one on preservation and archival buildings, and then the third one on emergency preparedness and disaster recovery. На данный момент на данной платформе разработано два курса: введение в делопроизводство и понимание использования всеобщей декларации по архивам. Также в будущем мы готовы запустить еще целых три программы, посвященные архивам. Первая программа посвящена управлению цифровому архиву.
Вторая программа посвящена, в принципе, сохранности документов в архивах и основным принципам сохранности документов. И третья программа посвящена основным критическим моментам сохранения и основных аспектов сохранения документов в архивах. So the final piece of work that I've been doing with the team and the ICA Secretariat is around operational reforms. Последняя моя деятельность в рамках Международного Совета Архивов включает в себя работу над оперативными реформами в рамках Международного Совета Архивов. In part, we're doing this. It's not particularly interesting work to the members, but it's important for us because it helps us be more transparent, more accountable, and makes our processes within the Secretariat easier for our members. Данная деятельность не так важна для членов нашей организации, как для нас самих, для организаторов Международного Совета Архивов, так как, производя оперативные реформы, мы обеспечиваем открытость и прозрачность нашей организации, также мы увеличиваем уровень подотчетности и, в принципе, уровень всеобъемлющей нашей организации. So we're trying to make our financial processes more transparent. We're also trying to make our tracking processes of finances at ICA more rigorous and digital, which it currently isn't. And we're also trying to find better ways to communicate with our very vast membership so that we can explain to them what it is that we're doing and why it's important. На данный момент в части финансирования организации мы стараемся быть более открытыми в отношении членов МСА, которые являются основными финансирующими лицами нашей организации. К сожалению, на данный момент мы имеем большое количество неавтоматизированных процессов, включая процессы финансового контроля. Поэтому на данный момент мы рассматриваем системы, которые смогут помочь нам автоматизировать такие важные операции, как управление финансовой деятельностью и клиентское обслуживание. В рамках коммуникации мы понимаем, что нам необходимо найти новые способы предоставления информации о деятельности нашей организации в более доступной форме и использовать более простые для понимания пользователями платформы по обмену информацией. So our next steps are moving forward. We have already presented the initial findings of the strategic review to the executive board in Adelaide, and we're trying to now understand how best to present this to the wider membership. We're looking right now at webinar as a potential means, and we'll be advertising when the webinar will be held in the first quarter of next year. На данный момент мы уже провели презентацию первоначальных сведений, которые мы получили в результате стратегического обзора исполнительному комитету на совещании, проводимых в рамках недавней конференции в городе Аделаиде, Австралия. Мы думаем над тем, как лучше поделиться данной информацией со всеми членами нашей организации. И окончательные результаты стратегического обзора и стратегический план будут представлены исполнительному комитету нашей организации в городе Лондоне в апреле 2020 года. So I'll talk a bit about some of the constitutional reforms because you can already read what's on the slide there. Two of the constitutional reforms that will be taken to an extraordinary General Assembly in Abu Dhabi. Firstly is to give our Category D members or individual members the right of vote. And secondly, we will be looking to move our conferences to a biennale system. На данный момент два основных основополагающих вопроса, которые мы поднимаем в рамках нашего стратегического обзора по Конституции. Первый – это предоставление права голоса всем членам нашей организации, членам категории D, то есть это индивидуальные члены, которым мы хотим предоставить право голоса на наших конференциях и совещаниях. И второй вопрос – это расширение наших конференций и проведение их чаще и на более основательном уровне. So next year our conference will be taking place in Abu Dhabi, and I hope you will join us. The theme of the conference is empowering knowledge and information societies, and it will cover 3 themes. Следующая конференция, которую будет проводить наша организация, будет проходить в городе Абу-Даби в ноябре 2020 года. И я очень надеюсь, что многие из вас смогут посетить данную конференцию. Конференция будет посвящена значению
знаний и информации в современном обществе. So the three themes are artificial intelligence and digital preservation, sustainable information and the sustainable development goals, and trust and evidence in a post-truth world. Основные три темы данной конференции – это первое – искусственный интеллект в рамках управления документацией, также чувствительная и равномерно развивающаяся информация в рамках управления документацией. И последняя тема касается архивного хранения и электронных последних новшеств в IT-индустрии в данном секторе. So I hope our call for papers is out, and so I hope that some of the people presenting here today and others will take the opportunity to put forward a paper or session proposal. Мое время закончилось. Большое спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что вы все сможете дать мне ответную реакцию по поводу моей презентации. Также я очень жду презентаций других членов и участников данной конференции. Thank you very much. Большое спасибо.